Друзья, сегодня сборы и поездка на академичку, а завтра мы начинаем там работать. Провожу класс. Начинаем в 10 утра, вы еще успеете приехать. Приезжайте. Тимонина 11:65. Спасибо, Вячеслав, что делитесь живописным опытом. Попыталась учиться решать творческие задачи на маленьком формате. Интересный опыт, но недолгоиграющий. Очень сложно перенастроиться. Неудержимо хочется деталей. Нарисовала 3 работы А4. А4 – это не маленький формат, надо еще меньше. Результат порадовал. Композиция выстроилась, обобщенные пятна работают, прибодрилась, но вновь сорвалась на формат побольше и натворила кучу ошибок. Радует, что я начала видеть эти ошибки, хоть частично. Это очень важно. Но пример простой. Вот мы, например, собрались с вами, Тимонина, Марина, в путешествие на гору, например, Матернхорн, например, в Швейцарии. Собрались и пошли. Идти далеко, рано утром вышли. Пока шли, какие васильки, какие бабочки, и увлеклись цветами, малину начали собирать, деталями. То есть мы забыли о главном путешествии. Конечно, красиво, такие тропы, овечки ходят, колокольчиками стучат. Залюбовались и не дошли до этой горы, до подножья. Я один там гулял и ночевал даже с палаткой. Просто один пошел. Я ездил с альпинистами в качестве оператора, режиссера, снимал про них фильм. Там, на Монблан большое было путешествие, в том числе Матернгора, мать в Швейцарии. Взял палаточку и окрест там гулял. Очень сильное впечатление было от того, что я проснулся утром рано, прямо у подножия горы я ночевал, от звука колокольчиков. Близко. Открываю палатку, я весь окружен барашками, которые звенят в колокольчиках. Они, видимо, почувствовали запах колбасы, которая у меня была. Просто вокруг везде барашки такие, цвета серо-белой охры. Такие огромные и очень доброжелательные. И вид потрясающий. Вдали в лагуне Цермат, по-моему, называется городок, откуда я направлялся. Ну так вот, и забыли мы с вами про эту гору, увлеклись цветами на обочине дороги. Наша задача — помнить о главном путешествии и не увлекаться деталями. Писать общо, широко, мощно, большими массами. И только кое-где можно увлечься, когда уже на вершину дошли. К подножью, когда уже есть вот это вот звучание больших масс. Когда его нет, бессмысленно нагружать это все деталями, несъедобно. Так что, Марина, возвращайтесь к малому формату, не А4, а сложите А4 еще пополам. Вот это будет такой вот. Опять. Потому что совсем малый формат не дает вам возможности увлечься деталями. Вы вынуждены работать, мыслить шире, чем обычно. Вот весь секрет. Сталкер очень понравилось писать на тянущем грунте, живопись стала чище, меньше грязи. И из этого возник вопрос. Картон проклеивают и грунтуют, как вы научили, водоэмульсионкой. А как быть с холстом? Или есть готовые тянущие холсты? Есть. Или можно любой холст сверху водоэмульсионкой? Заранее спасибо. Говорят, что лучше всего грунт на грунт накладывать на тот же самый. Другими словами, если акриловый грунт, то сверху эмульсионный. Я слышал, что это не очень хорошо, но реставраторы меня убедили в обратном, что водоэмульсионный грунт, даже положенный на акриловый, ведет себя прекрасно. Я так делаю довольно-таки давно, но проблем не было. Главное, что пусть водоэмульсионный грунт не будет толстый. Лучше несколько раз прокрыть, но тонкими слоями, потому что если мела много, а недостаточно связи, то он может, конечно, шелушиться, осыпаться. Так что следите за этим. Тонкие слои. Хорошую краску просто. Я покупаю качественную, иностранную, Dulux. И с одного раза даже можно работать. Просто перекрываю
акриловый грунт вот этим дулуксом. Но не замечал проблем пока что, спасибо. Лилия Килимнюк. Очень завораживает ваш стиль живописи, спасибо большое. Учусь по вашим мастер-классам. Что-то удается, что-то пока нет, но я не теряю надежды. Очень привлекли ваши деревянные паспорту. Вы где-то заказываете? Заказываю. Могу ли я свои работы оформить так же? Конечно. Я заказываю столяру, который их пилит, а я их уже крашу. Есть отдельное видео, как делать рамы у меня на канале, посмотрите, и там они представлены. Это не очень традиционный подход, но мне нравится, это же деревянные паспорта, вставки, они широкие. И тонкая рама, ну 3 сантиметра, а паспорту 5. Ну 3 к 5, все по золотому сечению. Главное, не делайте их одинаково, например, рама 5 и это 5. Будет не очень хорошо. Либо паспорту меньше 3, а рама 5. Либо, ну, понимаете, да, разница, чтобы была. Ну и паспорту организует взгляд зрительский внутрь холста. Он отсекает лишнее, в этом его смысл. Ее смысл, это и паспорту. Ну и покрасьте разными красками, и будет большая радость в доме. Аристарх Клешня. Добрый день, не подскажете, как освещать живопись, когда снимаешь процесс написания, чтобы не было бликов? Каким светом вы пользуетесь? Я купил себе софтбоксы, можно на Алиэкспресс заказать, либо Валберис, либо Озон. И вставляете туда лампочки холодной температуры, либо нейтральной, как сами попробуйте разные. Ну, холодные, мне кажется, мне больше нравится, который передает состояние пасмурного дня. И направлять так с боков, например, вот, или с одного боку, если это софтбокс большой. Вы, например, вот так пишете, значит, свет должен отсюда падать под 30 градусов. Поэтому угол падения равен углу отражения. Мимо вот этого камеры, которая снимает. Вы сами увидите, попристальнее посмотрите в окуляр, чтобы не было бликов. Да сами просто почувствуйте, есть они или нет. Если вы будете источник света отсюда направлять, конечно, будет сюда же и в камеру, если она здесь, бить. Конечно, будет бликовать. Ну, сбоку, чуть-чуть сбоку, там и там, либо просто с одного края. Так живопись снимают, законченную уже, с двух сторон или сверху еще. Седов Борис, согласен с вами, психическая энергия передается на плоскость, а в этом убеждался не раз. Пробовали ли вы проверять свои работы рамками, металлическими уголками из проволоки? Интересно это. Она будет крутиться и показывать. Здесь колодец. Надо рыть. Нет, не пробовал, Седов Борис. Ну, а чего пробовать? И так понятно. Если тебя захватывает всего, ты становишься спокойнее, расслабленнее, или наоборот возбужден. То есть, значит, работает. Тут поступило предложение выставку сделать в Москве персональную. Я думаю о датах. Приходите тогда с рамками и покрутим вместе. Мне интересно, что там она, как будет она вращаться. Софья, кстати, проверено исторически. Не всегда тот, кто дал талант, не оставляет без пропитания. Примеры известны. Я говорил о том, что если ты открыт миру, открыт энергии любви, то она же тебя так любит, весь этот мир, что она не может тебя оставить без средств, чтобы хлеб у тебя был и краски. Но вот тут Софья возражает, говорит, исторические примеры есть. Но тут ключевая фраза, когда ты открыт, значит, не полностью открыт, не полностью доверие есть, а есть сомнение, недовольство. Ты тогда выше Бога себя ставишь, свои недовольства. А он где-то на втором месте. Тогда и питание будет на втором месте. Это долгая тема, можно не одну диссертацию на эту тему защитить. Да кто будет принимать? Такие же закрытые люди, как и большинство. Так что не будем писать
диссертацию. Александр Осипов. Посоветуйте урок из вашей школы. Хочется научиться правильно обобщать, чем-то жертвовать в картине, дабы выделить главное. Александр, большинство уроков не промахнетесь на эту тему. Но выбирайте после 16 и далее. И обратите внимание на серию «Малый формат». Их несколько уроков. Как раз это очень важно, подчинить второстепенное главному. И вообще живопись – это жертва. То есть ты все время выбираешь, чем пожертвовать. Ты видишь обилие всего, деталей, красоты, но ты выстраиваешь концепцию простоты в живописи. Ты не можешь все написать, что видишь, в каждый листочек. Ты выстраиваешь решение, композицию, обобщая, игнорируя какие-то детали, огромное количество деталей. Ты учишься извлекать из того, что ты видишь, композиционное простое решение. Это вопрос практики. Посмотрите, например, вот этот анонс, и я думаю, это поможет. И попробуйте жертвовать. Это заразительно. И пишите так всегда, жертвуя во имя главного. 33-й урок. Цветение. Малый формат. Быстрый этюд. Задача отразить состояние пасмурного дня, когда цвета не кричат, когда все спокойно, и написать нужно не контрастно, тонко. В среднем тоне он темнее, чем море. Ну вот так его и надо писать. Задача в этой работе найти максимально простое решение сложного мотива. И здесь я покажу простой метод, как не ошибаться в тоне. Посмотрите, как это делается. Я думаю, это очень полезный урок. И от насмотренности уроков, разных задач зависит, конечно, ваш рост. Безусловно. Удачи. И еще 2 слова. Конечно, посмотреть – это великое дело, но самое главное в том, чтобы вы сами пробовали решать эти задачи. Совсем не нужно прям бросаться к монитору, вооружаться красками и тут же все повторять. Нет, возьмите простой мотив, который, выйдя на улицу, вы сможете решить, но решить его максимально просто, передавая состояние мотива, состояние природы в этот момент.